Всем привет на моем канале, и сегодня я поделюсь с вами моим мнением о религии и о том, как совместить трансгендерность и религиозность. Если вы впервые на моем канале, привет, я Дима, я трансгендерный мужчина, мне 36 лет. Трансгендерный мужчина означает, что я родился в биологически женском теле и сделал переход в мужское. Ну а всем остальным добро пожаловать. Смотрите, у меня новый лук. Меня неоднократно спрашивали о том, как же совместить трансгендерность и трансфобное отношение церкви к трансгендеру. Сам я не религиозен, но я не отрицаю, что есть что-то, что выше нас, и что-то, кто-то, кто нас создал по образу и подобию или нет, на самом деле для меня лично не важно. И я думаю, что если есть какой-то бог или какое-то сверхъестественное существо, то его мы все равно понять и познать нашим законченным и несовершенным мозгом в принципе не сможем никогда, потому что иначе бы он не был Богом. Бог, в моем понимании, это что-то бесконечно большее, чем мы, и поэтому ни один человек и ни одна книга, ни одно писание не сможет, на мой взгляд, передать то, что он или она или они бы хотели от нас, людей, или как они считают, мы должны себя вести и кем мы должны являться. Я думаю, что Бог есть в нас во всех, и Он есть во всем мире, и все мы частички Его. И оно настолько большое, или они настолько большое, что как бы охватывает не только нашу планету, но и вообще все существующее во всей Вселенной. Следовательно, если вы религиозный человек и боитесь кары Божьей из-за того, что вы представитель ЛГБТ и Q и так далее комьюнити, то вы, получается, это мое мнение, вы уже предполагаете, что вы знаете, чего хочет Господь от вас. И вы предполагаете, что то, что вы читаете в каком-либо писании, Библии и так далее, точно отображает Его волю. Но Библия написана человеком, и ни один человек не мог точно передать слова Бога. А также мне кажется, что ни один язык в принципе не в состоянии передать волю Бога. Потому что, скорее всего, по какому бы там образу и подобию он нас не создавал, он уж точно не разговаривает на человеческом языке. То есть он мог бы, конечно, опуститься до уровня человека и сказать ему что-то, но мне кажется, что ему это не нужно. Следовательно, я уверен, что Богу глубоко наплевать на вашу, мою или кого-либо ориентацию или самоидентичность. Если посмотреть на всю Вселенную, то сколько разных звезд, планет и чего угодно есть, а потом спуститься на нашу планету и посмотреть, насколько она разнообразна, насколько звери и растения разнообразны, и насколько люди разнообразны, что вообще-то получается, что каждый человек — это отдельная частичка, которая сама по себе не похожа ни на одну другую частичку. Вы представьте себе, ведь Бог — это что-то бесконечное, что-то, что существует вне нашего восприятия и понимания. Это означает, что наша жизнь, жизнь одного человека по сравнению с... Это же нельзя даже назвать жизнью, потому что он бесконечен, Бог, да? Настолько мала, что это, я не знаю, как вот такой щелчок. И почему тогда, может быть, ему важно, как этот щелчок произойдет? И будет ли щелчок менять себя как-то в течение своей жизни? Мне кажется, то, что мы там делаем на своей бренной земле, со своим бренным телом, это вообще ничто. Но предположим, что наше бытие, наша жизнь важна Богу. И если это так, тогда, конечно, Он нас, как своих детей, просто любит и принимает полностью такими, какие мы есть. И чего бы хотели родители, хорошие родители для своих детей, а мы же предполагаем, что Бог хороший, мы предполагаем, что Он нас любит, родители хотят, чтобы их дети были счастливы.
И это не важно, каким образом. Я в моем переходе счастлив. Мне кажется, что это главное. А вообще, я сейчас с Айки разговаривал на эту тему немного. Айки — это басист в моей группе, очень хороший мой друг. Посмотрите, есть вот, например, видео с ним. Полиамурии, например. Вообще очень интересный человек, Айки. Он мне дал вот эту книгу. Очень тонкая книга Далай-ламы. Вот я хочу ее почитать. Но суть в ней заключается в том, что этика, мораль важнее религии. Важнее всего это взаимолюбовь людей друг к другу и взаимопомощь, этическое, моральное поведение. А это означает, что главное — это друг друга понимать и принимать, и давать друг другу жить. Спасибо за просмотр, всем любви и взаимопонимания, этики и морали. На этом канале я буду делать еженедельные видео каждую пятницу, так что до следующей пятницы. Пока.